У меня исполнилась давняя мечта. Сегодня я покажу вам принтер Nova 3D BN5, вкратце расскажу о его возможностях, покажу процесс и примеры печати, расскажу, что нужно для печати, кроме самого принтера. Также, возможно, кто-то увидит спойлеры будущих работ, а одному из вас я подарю напечатанную модель. Так что смотрите видео до конца. Приветствую, друзья, на канале Scale Journal. У меня появился 3D принтер. Это BN5, новинка конца 2021 года от компании Nova 3D. Давайте вкратце пробежимся по характеристикам. Сильно цифрами постараюсь вас не грузить. Основное, что вам нужно знать, это то, что у принтера 6-дюймовый монохромный дисплей с разрешением 2К. Это позволяет печатать быстрее и качественнее, чем на принтерах с обычными дисплеями. Область печати принтера – это куб со сторонами 130 на 80 на 150 мм. Это стандартные размеры для данного типа принтеров, хотя бывает вариант и с большей областью печати. Принтер не занимает много места на столе. В работе он очень тихий, показания, конечно, не замерял, но производитель называет цифру в 35 дБ. Принтер можно заказать со склада в России, и ко мне в Питер он приехал всего за 6 дней. Дополнительно позже заказанный литр смолы приехал вообще за 4 дня. Ссылки на принтер, аксессуары и расходники, которые я сегодня покажу и о которых расскажу, вы найдете в описании видео. Принтер поставляется практически в полностью собранном виде и упакован надежно, так что доставку Почты России он пережил без проблем. Комплектация. Непосредственно сам принтер, краткое руководство, кабель питания, блок питания, набор ключей и винтов, бутылочка с распылителем, 4 перчатки, пара фильтров, пластиковый шпатель, флешка на 4 гигабайта и кусачки. Смола в комплекте не идет, ее нужно покупать отдельно. Для того, чтобы начать печатать, нужно сделать следующие манипуляции. Освобождаем принтер от упаковочных материалов, устанавливаем сверху защитный колпак и завинчиваем 2 винта с помощью ключа. Все это само собой идет в комплекте. Далее включаем его в розетку, нажимаем и удерживаем недолго кнопку питания. И при первом включении вам будет предложено выбрать язык меню. Русский язык, конечно же, уже присутствует. Далее заходим в меню контроль, нажимаем кнопочку с цифрой 50 и стрелкой вверх. Таким образом мы поднимаем платформу вверх. Далее извлекаем пенку из ванны. Еще нужно снять защитную пленку с ванночки и экрана. И далее этап калибровки. Для этого надо ослабить винты на платформе. Переходим в меню контроль, нажимаем кнопку сброса нуля. И после этого платформа опускается в нулевую точку. Подкладываем лист бумаги и завинчиваем винты. Обязательно проверяем, что бумага равномерно зажата со всех сторон. На этом калибровка закончена. После калибровки заливаем смолу в ванну. Следим за отметкой максимум, чтобы не прилить. Я буду использовать серую водосмываемую смолу от Nova 3D. Далее вставляем флешку, нажимаем меню файл и выбираем тестовую модель, которая есть на флешке. После этого подтверждаем и ждем результата. На флешке есть тестовая модель со сферами и названием фирмы. Ее мы сейчас как раз таки напечатаем. Еще есть модель осьминога. Результат его печати я покажу позже. У принтера есть возможность автоматического выключения по завершению печати. Для этого нужно выставить соответствующую галочку на экране. Во время печати на экране отображается информация об общем и уже напечатанном количестве слоев, время печати, а также шкала в процентах, показывающая прогресс печати. В процессе печати принтер слой за слоем растит модель на платформе. Печать этой тестовой модели заняла у меня примерно 2,5 часа. После завершения печати модель необходимо промыть. Для этого отвинчиваем платформу и аккуратно снимаем ее, чтобы не заляпать смолой все вокруг. Так как у меня смола водосмываемая, то можно промыть модель просто под краном водой. В случае же с обычной потребуется большое количество спирта. После промывки можно снять модель с платформы. Шпатель, который идет в комплекте, тут не помощник, так как подцепить модель нереально. Я использую для этого лезвие канцелярского ножа, но с ним нужно быть крайне аккуратным. Не делать как я, лучше, наверное, взять какой-нибудь металлический шпатель. Далее модель нужно запечь под ультрафиолетовой лампой, чтобы она набрала окончательную прочность. Я использую пока недорогой вариант сушилки для ногтей, но в планах приобрести потом и специализированную. Пока модель запекается, можно слить остатки смолы в бутылку. Просто так этого делать нельзя, надо обязательно использовать фильтры.
либо те, что идут в комплекте, либо вот такой вариант. Он более удобен и долговечен. Фильтры же по сути одноразовые, хотя я их промывал под водой и использовал несколько раз. Само собой, баночку после печати нужно тоже промыть. Помимо этого, в качестве экспериментов и что-то для будущих проектов на канале, я распечатал следующие модели. Тест-осьминог, о котором я говорил ранее, печатается без поддержек, и после печати у него получается подвижные щупальца. Достаточно такой прикольный вариант. Кораблики Бенчи. Высота самого маленького всего 5 мм. Собственно, представляете, да, возможности принтера. Разные фигурки в 100 и 72 масштабе. И из более-менее крупного вот такой чиби-охранник по сериалу «Игра в кальмара». Семейство Симпсонов на диване. Напечатал и покрасил вот такого Гарри Поттера в подарок жене. Малыш Йода. Печатался около 3,5 часов. Вместе с ним печатался еще вот такой бюст Дэдпула. Давайте вкратце пробежимся по тому, что нужно для печати помимо самого принтера. Как вы поняли, основной расходник — это смола. Она бывает разных видов, но сегодня подробно останавливаться на этом не будем. Я использовал водорастворимую смолу Nova 3D. Во-первых, она имеет слабый запах, во-вторых, для промывки не нужен спирт. Второй основной расходник, если вы все же будете использовать стандартную смолу, она дешевле, то большое количество спирта. Можно сразу закупать несколько литров впрок. Обязательно при работе со смолой используйте защитную маску и перчатки, так как она все-таки токсичная. Для снятия модели с платформы потребуется канцелярский нож или лучше металлический шпатель. Для запекания нужна ультрафиолетовая лампа, либо специальная камера, или же ее можно сделать самостоятельно из ультрафиолетовой ленты. Салфетки. Много салфеток. Можно прямо рулон салфеток поставить рядом с принтером, чтобы он всегда был. И, конечно же, программы Slicer. Это может быть родной Nova Maker. В этом случае данные можно будет передавать на принтер с помощью Wi-Fi. Либо более удобные функциональные программы Chutobox или Qi. Там уже нужно будет обязательно использовать флешку. Также к расходникам относится пленка ванночки для смолы и экран принтера. Но они меняются не так часто, и все зависит, насколько много вы будете печатать. Тоже имейте в виду, что когда-нибудь их менять тоже придется. Все необходимые ссылки вы найдете в описании видео. А теперь переходим к условию конкурса для получения бюста Дэдпула. Тут все очень просто. Нужно написать комментарий. Но не просто не связанный набор букв или слов, а что-то имеющее смысл. Что это будет, выбирать вам. И не забудьте написать слово «Участвую». Победителя объявлю на стриме примерно через неделю, и там же поговорим, обсудим немного про 3D-печать. По России я отправлю приз за свой счет, в другие страны отправка будет за счет победителя. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, я стараюсь отвечать на все. Всем спасибо за внимание, до встречи в новых видео, пока!